Это очень сложно, потому что это культурный памятник, он находится в центре города. Этой стене 125 лет, она уже сыпалась. В ходе реконструкции мы предусмотрели возможность увеличить площадь террасы. Пришлось делать по факту, доказывать опять людям, что это возможно сделать. Когда мы заходили, здесь было всего лишь 220 квадратных метров. Всем привет, мы находимся на еще одном нашем объекте. Этот объект на сегодняшний день самый сложный, который у нас имеется. Почему сложно? Потому что это культурный памятник, в нем здесь очень сложно делать ремонт, на все нужны документы. 5 месяцев мы проводили разборку, были деревянные полы, старые балки, все рушилось, стены все гнилые были, камины все рассыпались. Кстати, один камин мы решили оставить на усмотрение, опять же, заказчика, попросил, чтобы у него один камин остался. Мы ему построили новые. Одной из главных особенностей мест отдыха у нас будет камин, который мы расположили в зоне гостиной. Это то место, где будет собираться семья, проводить теплые, уютные вечера и приглашать гостей. Я пытался уйти от нагрузки на фундамент. Дому 125 лет, старый. Никакого такого сейчас мощного здесь фундамента нету. И мы решили такой сделать момент, чтобы не пользовать вообще монолит. Все проходит здесь из трубоквадратов и двух тавров. Так же самое здесь вы увидите на видео и фотографиях, которые мы до этого снимали, как была конструкция собрана пола из двух тавров, 140-е двутавры, на них профлист, и на профлист пошла армированная стяжка. Больших изменений также само не было. У нас несущие стены. Мы идем по ним, только по ним. Исключительно, где сейчас нету стен, мы будем ставить перегородки из гипсокартона. А все, что остальное, 20-ка блок прорезался под 120-й трубоквадрат. Все арки у нас здесь будут из железной конструкции, чтобы в дальнейшем оно не трескалось. Единственное, что мы здесь не потрогали, это внешние стены. Их пришлось оживлять вот таким вот способом. Здесь идет 0,6 арматура, сетка. До того вся штукатурка была старая, отбитая, вся перегоревшая была, отбили ее, прошли специальным раствором. Красивую плиточку из прошлого века мы здесь нашли. Нашли ее небольшой запас, сохранили на одном из балконов, и я думаю, что в процессе она у нас также интегрируется в одно из пространств и создаст акценты, которые будут наполнять атмосферой и напоминать о том наследии, которое несет эта квартира. Вот мы сделали лестницу новую, подвели сюда. Мансарда у нас поднимется на 3,15 в высоту, чтобы человеку так же само было удобно пользоваться своей площадью. Мы сможем потом разобрать эту крышу, чтобы залить монолитный пояс. Здесь и везде, где у нас есть двутавр, здесь и везде пойдут по кругу монолитный пояс. Везде с арматурой. Сейчас вот ребята здесь на стену армировку делают. Вбивается 8-ка арматура, и на нее уже варится 6-ка сетка. Это мы укрепляем старое здание, мы не можем его разобрать, новый построить. В этой стене 125 лет, она уже сыпалась. Мы обошли ее специальным раствором, поснимали штукатурку. И хочешь не хочешь, пришлось делать армировку перед финишной штукатуркой. Пытаешься сделать архитектуру, заказываешь, тут приходят, говорят, что это не получится, рисовали нам винтовую лестницу, человеку так же самое, он хочет задействовать это мансарду, комнаты, жилую площадь хочет сделать из нее. На винтовой лестнице невозможно было там просто подняться, и подняться можно, но поднять ничего невозможно было бы, там шкаф, диван или что-либо. Пришлось делать по факту, доказывать опять людям, что это возможно сделать, и мы ее сделали. Все приходится делать вручную, потому что мы не можем здесь не заказать, поставить машину, бетонную помпу заказать, потому что улица очень узкая. Единственная штукатурка будет делаться аппаратом. Эту конструкцию я вам покажу, потом выйдем на балкон, где мы сделали пристройку под техническую комнату. Она была, но мы ее разобрали и построили новую. Как ее построили, вы тоже увидите. Ну что, еще одна часть нашей прекрасной квартиры. Пока это еще единое пространство, здесь не хватает перегородок и проемов, но позже тут у нас как раз будет родительская спальня и детская. Детская комната у нас будет рассчитана сейчас на одного ребенка, но опять же мы уже продумали там двухъярусную кровать, места хранения и места для учебы. Вот мы вышли сейчас как раз на техническую комнату. И я вам говорил про лестницу, которая проходит насквозь. Конструкция крепится здесь. 6-метровый 200-й двутавр идет где-то до основания нашего
нашей пристройки сверху уже пошел 140-й. Верхняя часть площадки лестницы также само проходит насквозь, она же задействована здесь под крышу. Это у нас техническая комната. Кстати, сюда, когда мы заходили, здесь было всего лишь 220 квадратных метров. Когда мы здесь завершим, черный каркас можно будет сдать человеку. И во время сдачи как раз получается, мы выходим на точку 580 квадратных метров. Это только вот поэтому, не считая сейчас, что он имеет здесь и гараж, и там дворик. Прекрасный субтропический батумский климат, конечно же, располагает к тому, чтобы проводить время на террасах, наслаждаться свежим воздухом, слушать птичек, смотреть на пальмы и голубое небо. Поэтому в данном проекте в ходе реконструкции мы предусмотрели возможность увеличить площадь террасы. Чуть позже она будет заливаться. Здесь у нас пойдут большие витражные окна в пол, обеспечивая нам достаточное количество света в помещении. Планировка у нас залить вот эту вот площадку. Ну, в какой-то момент клиент сказал, не знаю, потом. Мы ему объясняли, потом это будет сложно, потому что придется задействовать балкон и нарушать конструкцию, которую мы уже сделали. Вроде бы сейчас клиент одумался, и все-таки мы где-то 99%, я думаю, мы зальемся скоро здесь, потому что эта площадка, она сама по себе просится сюда. Много усилий требуется, чтобы иногда объяснить человеку вклад вот в это вот. Он здесь обязательный. После заливки можно будет здесь установить и цветы вынести на площадку, выйти отдохнуть летом, посидеть. Перед нами достаточно большое пространство, и особенность любого пространства – это грамотно распланированная площадь для того, чтобы всем жителям данной квартиры было удобно, было эргономично, и у каждого было свое независимое место, где все себя комфортно чувствуют. Сейчас это супруги и один ребенок, но, я думаю, в дальнейшем семья будет только расширяться. Плюс особенность жизни в Грузии – это, конечно же, много гостей и родственников, для которых тоже надо предусмотреть дополнительные как спальные места, так и места для теплых, уютных вечеров. Тем самым мы имеем одно пространство для, скажем так, общественных мероприятий, да, для большого количества людей, и полностью изолированную спальную зону, где у нас будет находиться спальня для родителей и детская. У нас есть дополнительно проход в гостевую спальню и гардеробную, и тем самым гости у нас, опять же, изолированно могут спокойно отдыхать, независимо от той обстановки и той тишины. Что касается вот этой вот пристройки, о которой мы говорили, техническая комната, прекрасно видите, как это все сделано. Двутавры заходят на 4 метра внутрь в комнату, все связанные с общей конструкцией. Вот это единственная была проблема, самая сложная вот этой вот стены. Нам показалось по конструктиву очень слабая, ее пришлось укреплять. Мы углублялись здесь на 2 метра, чтобы залить железобетонный фундамент. Вы прекрасно видите, для чего это все. Это все поднимется до самого верха, где будет заливаться пояс. Оно свяжется со всем поясом, и тем самым укрепится эта стена. Эта пристройка, она уже была в висячем положении. Там вопрос времени был, когда она рухнет. Она доходила, если вот здесь вот увидите, мы увеличили площадь этой пристройки. У нас 3 основных несущие, которые заходят глубокую точку комнаты на максимум, как мы и могли ее завести. Все остальное, вы прекрасно видите, связано на 200-х двухтаврах с косынками, со всеми вместе. Также сама заливка была произведена здесь на профлисте, потому что заливать такую толщину – это вся нагрузка на эту стену. Я пытался уйти от веса лишнего. Люди должны видеть и понимать, да, куда они вкладывают свои деньги. А если кто чуть-чуть хотя бы разбирается в ремонтах или постройке, может прекрасно увидеть, что человек, который заплатил деньги, они пошли здесь по назначению. Мы с клиентами проходим все моменты изначально, и только потом принимаем решение, начинать вести объект или нет. Человек находится, скажем, за границей, море или где. Я веду полностью этот объект.
Вплоть до документов так же самое. Я веду все документы, я веду закупку материала, и этот материал, и все, что вы видите сегодняшним днем, все, что мы с ним договорились, все вложено в этот дом. Многие люди скажут, что такое вести вот такого типа объект. Это очень сложно, потому что это культурный памятник, он находится в центре города. Здесь невозможно не сменить ни окна, невозможно поменять, провести даже вот это вот укрепление невозможно, не сделав, соответственно, документы, чтобы оттуда получить разрешение. Надо очень много постараться. Доказать, что это нужное для вот это здания конструкция. Мы ведем полностью здание, вплоть до документов, если это нужно человеку. Мы помогаем с этим. Опять же, если человек хочет сам бегать с этим, заниматься, но уже у нас в этом практика как бы есть, и мы этого делаем быстро, очень быстро, да, как бы, да, есть там свои моменты, свои процедуры, время на каждый документ, соответственно, свои дни рабочие. Мы, опять же, это делаем быстрее, чем это сделает клиент, потому что он не знает, куда идти, что делать. Дальше мы вам покажем уже по завершению, в каком состоянии это будет, когда мы завершим. Тот момент, когда мы уже доработаем и подберем все отделочные материалы, все визуальные и красочные решения, мы обязательно вам это покажем и будем рады услышать ваши отзывы и комментарии. Следите за новостями, подписывайтесь на наш канал, вы прекрасно увидите наши дальнейшие ремонты.